Всем доброе время суток. Также иногда такие проблемы могут возникнуть. Не крутится кран, либо туго поворачивается в кране, видите. Это говорит о том, что нужно смазать краны. У меня плитка ходит по Антаристон. Сейчас будем разбирать ее. Но в первую очередь нужно снять все краны. Краны снимаются легко. Так вот дергаем. Тут пружинка есть. Снимаем все ручки. Так, далее снизу нужно выкрутить два шурупа. Вот этих раз. Вот один и здесь вот второй был. Я выкрутил эти шурупы. Далее нужно взять этот корпус и сместить влево. Смещаем влево. И опа, и вот так вот мы снимаем. Предупреждаю, что перед тем как разбирать крышку корпуса, нужно выключить газ и выключить электроплитку от электричества, то есть обесточить ее. Ну а сейчас я в данный момент крышку снял все клеммы, вот земля, тут клеммки. Теперь тут можно здесь все прочистить. И, собственно говоря, вот есть здесь кран, который плохо вращается. Здесь вот видите такая система крана. То есть в чем заключается фишка этого крана? Ну, для того, чтобы снять кран, тут нету, получается, стопорного кольца. Тут сразу видите два винтика. И вот эти винтики нужно снять. Ну смотрите, вот этот винтик я раскрутил, а вот здесь вот винтик нижний, он тут застыл, застопорился. Раскручиваем и вот этот винт. То есть берем, нагреваем паяльником, минут 5-10, вот это место винтика. И шуруповертом в противоположную сторону выкручиваем. Так, теперь я уже выкрутил этот винтик. Видите, как тут головка рассверлена. Рассверлил таким сверлом по кафелю. Это четверка. И выкручиваем теперь верхний винтик этого крана. Так, и вот я снял пьезоэлемент. Это отложим в сторону. И, собственно говоря, вот эта вот пробка, которая не крутилась, вот она. Она находится в неподвижном состоянии, и ее очень сложно снять. Для того, чтобы снять ее, я вначале сбрызнул ВДшкой, хадали ВД, сюда пшикаем. Далее нагрел паяльник, слегка нагрел паяльничком, потому что так она не хотела доставаться. И отверточкой, касаясь вот этих вот мест, я вот таким вот образом достал этот краник. И вот он у нас, видите, такой конусообразный кран. Его надо смазать графитной смазкой и поставить на место. Но перед этим нужно его зачистить, убрать старую смазку и зачистить тут все внутри. Пшикаю хада или ВДшка. Вот на отверточку намотал такую тряпочку и вот тут все внутри зачищаю. Убираю всю грязь, которая есть. Также зачищаю вот этот пробковый кран. Прыскаю ВДшкой. И по кругу тряпочкой аккуратно зачищаю. Далее графитная смазка аккуратно смазала кран. Далее устанавливаю кран в исходное положение, так как я и снимал его. Вот так вот ставим. Ну сейчас вот я вижу, он уже хорошо крутится. Притираем его. Теперь все устанавливаем на место. Смотрим, чтобы краник был по тому месту,
как мы снимали, вот по этому резцу. Сейчас вот у меня крутится хорошо, свободно. После того, как я его прокрутил, теперь собираем, устанавливаем вот этот шток. Видите, с пружинкой. Ну, два винтика я уже закрутил. Раз. И внизу второй. Уже крепко держится. Теперь устанавливаем перемычку пластмассовую. Вот она. И смотрим, как работает ручка. Я сейчас ставил ручку, поворачиваю, ручка двигается, газ идет. Снимаем горелки. Далее нужно открутить винтики, берем отвертку, откручиваем винтики. Если винтик плохо идет, берем шуруповерт и срываем винтик. Далее открываем винт, отверточка. Далее возникла проблема при открутке шурупа в газовой плитке. Вот видите, шуруп, и здесь вот головка стерта полностью. То есть отвертка вообще не может ее взять, очень сложно ее взять. Вот как вот в данный момент открутить этот шуруп? Для этого мне понадобится паяльник, нагреваем его, вставляем в этот шуруп, минут 10-15 нужно прогреть. Далее мне понадобится шуруповерт и понадобится сверло по кафелю. Там, видите, такое заостренное. И поставить нужно шуруповерт в режим прокрутки против часовой стрелки. И вот так вот нажимаем и откручиваем. Вот видите, оно уже открутилось. Далее можно уже отверточкой его выкрутить. Вот я уже, в принципе, его не выкрутил. Так, далее нужно открутить два шурупа. Вот видите, тут, который держит здесь внутри. Раз, и тут второй. Я открутил. И теперь поднимаем крышку. Для того, чтобы выгрузить газовую горелку, так вот маленькую, нужно раскрутить вот эту гайку. Она берется 15 номером. Так, придерживаем горелку и выкручиваем. Я уже сорвал. Значит, я открутил вот этот болтик, винтик 15 номером. Далее нужно сорвать горелку. Вот я сорвал. Вот. Что мы тут видим? Значит, ситуация такая. Я вот газ открыл, открываю газ, и газ не поступает с трубки. Значит, забилась вот эта вот трубочка. Ее нужно прочистить. Слой забития тут очень сильный. Вот, берем хада или ВДшку, брызгаем сюда. Я уже побрызгал. И далее шилом пробиваем вот это отверстие. Я уже тоже тут пробил. Теперь пробуем, как идет газ. Слышите, газ пошел. Отверстие я пробил. Обратите внимание, что кроме того, что забита здесь, вот трубка была вот забита еще и здесь. Видите? Тут тоже надо пробить. То есть заливаем хада. Залил. И иголочкой пробиваем тут тоже. Иголкой, шилом. Я уже большой слой пробил вот до сюда. Хотя вот было забито все до краев грязью. Сейчас я вот шилом бью, и я чувствую, что я уже упираюсь в металл.
Также для того, чтобы хорошо работала термопара и электроподжиг, нужно вот эти вот контакты зачистить. Видите, сколько грязи, накипи. Тоже ВДшка брызгает. И какая-то тряпочка, салфетка уже потом защищаем. Итак, каждую горелку нужно прочистить, каждую термопару. Потом, знаете, бывает ситуация, когда мы зажигаем газ, но он не держит. То есть мы опускаем ручку и огонь, пламя тушится, потому что термопара у нас забитая, грязная. Поэтому надо ее вот так вот тоже прочистить вместе с электроподжигом, если есть электроподжиг. Теперь устанавливаем крышку на место. Если есть грязь, нужно где-то зачистить. Значит, так же самое, как и снимали. Это у нас земля. Так, в первую очередь вот эти вот элементы устанавливаем. Раз, два. Потом вот эти элементы. Кнопочка. Раз. Два. И устанавливаем землю. Так. Так. Зажимаем и сбоку поворачиваем. И снизу закручиваем винтиками. Если винтики плохо идут, надо их смазать. И теперь после всего этого устанавливаем ручки на свое место. Так, вот оно должно быть. Так, раз. Не забываем одевать пружинку. Одеваться легко, без толчков. Портить тут ничего не надо. Теперь проверяем газовую плиту, как она работает. Ну, все 4 комфорки работают замечательно. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх, подписываемся на канал. Если появится какая-то сложная проблема, обязательно вызывайте газовую службу, и они вам починят, если вам самостоятельно не удалось сделать плитку. Всего доброго, до новых встреч.